Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Продолжая тему праздничных рецептов, будем готовить в качестве горячего блюда мясной рулет. Для вашего удобства на канале собран отдельный плейлист «Горячие блюда», где вы найдете как повседневные рецепты, так и на праздничный стол. Обязательно посмотрите, думаю, вам пригодится. Совсем недавно на канале вышло видео с приготовлением очень вкусного мясного рулета из фарша, и многие из вас просили меня показать еще что-нибудь интересное для большой компании. Сегодня как раз такой рецепт. У меня кусок свиной корейки весом 1 кг 800 граммов. Мясом займемся чуть позже, а пока приготовим для него маринад. В стакан блендера отправляем 80 граммов растительного масла, 5 зубчиков чеснока, 1 чайную ложку орегано, 1 чайную ложку сушеной зелени, 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки черного молотого перца и по 1 чайной ложке сладкой паприки, лимонного сока, любой горчицы и меда. Пробиваем ингредиенты в блендере до получения однородного соуса. Перекладываем в миску и пока отставляем в сторонку. Кусок мяса для рулета можно разрезать в пласт разными способами. Надрезать по центру, не доходя до основания 1 см, а потом каждую половинку раскрыть по спирали. Или, как я, начиная с одного края, срезаем с мяса пласт толщиной примерно 1 см, пока полностью не развернем весь кусок. Подготовленный мясной пласт накрываем пленкой и отбиваем кухонным молоточком. Смазываем его ароматным маринадом и совсем немного оставляем, он пригодится чуть позже. Сворачиваем мясо в обратном порядке. Перекладываем на тарелку, убираем в пакет и отправляем в холодильник для маринования от 1 часа до суток, смотря каким временем вы располагаете. В качестве начинки для рулета мне понадобятся красные мясистые перцы, которые необходимо запечь и удалить с них кожицу. Разрезаем перцы пополам, удаляем плодоножки с семенами и выкладываем на противень кожицей вверх. Сверху слегка смазываем растительным маслом и отправляем в хорошо разогретую духовку. Запекаем при самой высокой температуре. У меня 250 градусов. Режим конвекция плюс гриль. До момента, пока кожица у перцев сильно запечется, практически почернеет. Так ее в дальнейшем будет легче снять. У меня перцы запекались 20 минут. Перекладываем их в миску или в кастрюлю, накрываем крышкой и оставляем на 10-15 минут, чтобы они хорошо пропарились. Тем временем 200-250 граммов твердого сыра нарезаем тонкими пластинками или натираем на крупной терке. Снимаем с перцев кожицу и складываем на тарелку. Разворачиваем пласт маринованного мяса. И начиная с того края, откуда будем сворачивать рулет, раскладываем на мясо запеченный перец без кожицы. Вместо перца можно использовать обжаренные грибы, лук с морковью, тонкие яичные блинчики, ломтики маринованных огурцов, маслины, свежую зелень, шпинат и так далее. Сок, оставшийся от перца, сливаем в миску с маринадом. Поверх перца выкладываем полоски бекона. Он придаст сочность рулету. В этот раз у меня сыровяленый бекон, но можно взять и варено-копченый. Если кусок мяса жирный, например, шейная часть, то бекон можно заменить на тонкие слайсы ветчины или вовсе не использовать. Сверху на бекон выкладываем натертый сыр и сворачиваем плотный рулет.
Перевязываем его шпагатом или кулинарной нитью, чтобы придать форму будущему рулету. Если вам трудно его перевязать так, как мы это делали с бужениной, то, думаю, такой способ вам больше подойдет. Лишний шпагат отрезаем. На этом этапе рулет можно обернуть пленкой и убрать в холодильник, а запечь непосредственно перед подачей на стол. Его можно подавать с любым гарниром, который вам нравится. Я приготовлю запеченный картофель. Для этого возьму 7 крупных очищенных картофелин, 2 крупные луковицы и несколько зубков чеснока. Картофель нарезаем довольно толстыми кусочками и отправляем на противень. Количество гарнира и форма нарезки на ваше усмотрение – дольками, ломтиками или фигурным ножом. Туда же крупно режем чеснок и репчатый лук. Кроме того, можно использовать морковь, кабачки, грибы, сладкий перец, стебли сельдерея и так далее. Засыпаем овощи 1 столовой ложкой приправы для картофеля, она уже соленая, и добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем, и овощная подушка для мясного рулета готова. Сверху на картофель выкладываем рулет и смазываем оставшимся маринадом. Для того, чтобы мясо успело полностью приготовиться, а картофель с луком за это время не сгорели, накрываем весь противень фольгой и плотно фиксируем ее по краям. Отправляем противень в духовку и запекаем при температуре 200 градусов на режиме конвекция в течение часа. Через час снимаем с противня фольгу и снова отправляем в духовку на 20 минут для придания блюду красивого золотистого цвета. Режим запекания и температура все те же. Но прежде хочу показать вам, насколько картофель и мясо мягкие и сочные. Этот способ приготовления подойдет для тех, кто переживает, что мясо порой готово, а картофель еще твердый. Держим противень в духовке до придания рулету и гарниру красивой румяной корочки. По готовности достаем блюдо из духовки. Не снимая с противня, хочу показать вам, насколько сочным получается этот рулет. Снимаем шпагат и отрезаем порционный кусок. Вы только на это посмотрите. Бесподобно сочный и аппетитный рулет. Перекладываем его на блюдо, снимаем кулинарную нить, а по бокам выкладываем ароматный запеченный картофель. Ну что ж, друзья, мясной рулет на праздничный стол готов, и можно всех приглашать к столу. Красивый, эффектный, очень вкусный. Готовьте на радость себе и своим близким. Желаю всем приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мои видео, оцениваете и делитесь ими с друзьями. Если вы недавно на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать оповещения о выходе новых рецептов. Напомню, что в разделе «Плейлисты» вы найдете горячие блюда, рулеты и рецепты на праздничный стол. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина и канал «Коллекция рецептов».